Доброе утро всем. Среда у нас 19 апреля. Хорошо поспал на паркинге. Я вообще что-то как-то стал хорошо спать. Не знаю, либо тут матрас хороший. Я ложусь и буквально через 5 минут я вырубаюсь. Даже не могу посмотреть этот самый YouTube или что-нибудь послушать. Я обычно какой-нибудь рассказ врубаю и под него засыпаю. А тут просто вырубаюсь и все, моментально. Вроде как не устаю сильно, хотя по-разному бывает. Но, что хочу сказать. Едем мы на погрузку. Мне 58 километров. Вот. Но в письме, как Андрей говорил, надо внимательно читать. Там написано у меня про весы. Надо сначала взвеситься и потом еще раз взвеситься. В смысле, перед погрузкой взвеситься, потом на погрузку и после погрузки еще раз взвеситься. Не знаю, зачем это написано. Позвонил Витасу, он говорит, я никогда не взвешивался. Первый раз про весы там слышу. Он там был, говорит, раз 10. Странно. Я говорю, может быть, ты там читал внизу? Ну, посмотрим. Съездим на весы, там рядом. Время как бы есть, хотя оно впритык. Ой. Посмотрим, что там и как. Надо бы, конечно, окна помыть где-нибудь, на заправку заехать. То уже летят всякие мухи, комары и хорошие насекомые разные. И получается авария, они врезаются в мою лобовуху. Сегодня, утром проснулся состояние, знаете, вчера что-то захотелось мне сала. И я рубанул так хорошо сало с белым хлебом. Сегодня проснулся, у меня впервые, я не знаю, лет, наверное, не знаю, за сколько, за 15, наверное. Блин, почувствовал какую-то изжогу. Фу, я уже забыл, что такое изжога. Как ее лечить, тоже забыл, в принципе. Ну, первое дело это корочка хлеба, желательно черного, и сладкая вода. Вот я сделал сладкую воду, корочку хлеба помимо завтрака. Ну вот кофе выпил, кофе как бы не надо пить, конечно, но у меня не такой крепкий. Но, если я не ошибаюсь, понемножку проходит у меня эта вещь, но, блин, ощущение, конечно, ну и в бане. Что-то я как-то переборщил с салом. И вообще что-то как-то даже и оделся я нехорошо в кофту. На улице прохладненько, 6 градусов, но я решил одеть кофту, а в машине мне уже жарко, душно стало. Ну а так настроение хорошее. Лампочка аварийная так и не горит. Значит, все в порядке, как неудивительно. Надо сегодня не забыть заехать за маслом на обратном пути. Обязательно, потому что в сторону загрузки мы, конечно, не успеем. Надо к 8 приехать на загрузку. Там Витас говорит, еще много бродить надо по территории, но сам факт, что я приеду вовремя. Нужно приехать вовремя, я надеюсь, я приеду вовремя, как минимум на весы. Кто знает. По сути, я помню, что на весы надо было заезжать, ты приезжаешь на территорию, либо там сразу весы на территории, либо тебя посылают на весы, так скажем. Как вы вообще съехать? Все прямо показывают, один налево показывают. Я поедем
едем мы прямо. Хотя, может быть, там будет налево. Ну да, налево через 50, ой, через 5 километров. Вы знаете, в принципе, я нашел вчера так место, хорошо встал, но вот смотрю на паркинге, не заняты, потому что когда я встал, после меня еще машин, не знаю, может быть 5, может быть 6, понемножку так проезжали через какое-то время. Один вообще на 12:30 ехал ночью. То есть так вообще-то заняты были паркинг места. Ой, солнышко попало в глаз. И вот сейчас проехал, паркинг занят. Да, надо, конечно, помыть. Слишком много брызг. А это не есть не солидно, так скажем, да? Так, там открыл, здесь открыл, все открыл. Отдых у меня был больше 10 часов. Да, тяжела работа на контейнерах. Как я и говорю, тяжело первые 2 заезда в порт. Тяжело. Первый, потому что такой сумбурный обычно, а второй уже типа так, знаете, как размеренно делаешь уже, не на автомате как бы, а осмысляя, что надо делать сейчас, что делать потом, что делать в самом конце. Но повторюсь, в контейнерах главное не суетиться. Если порт знакомый, небольшой, приезжаешь, вводишь данные в компьютере самостоятельно, получаешь тикет. 2 варианта: либо ты сдаешь, берешь прицеп, либо ты только берешь прицеп, либо ты только сдаешь прицеп. Говорят, там в этом тикете определяется место, где делаешь одну операцию, где делаешь другую операцию. И все, смотришь на заезде, указано, например, там, с такого-то по такое-то в эти ворота, с такого-то по такое-то в эти ворота. Едешь, становишься под выгрузку контейнера, открепив, соответственно, у меня 4 стопора, которые держат контейнер. Ждешь, когда освободится место, подъезжаешь, ставишь прицеп на тормоз, выходишь из машины. И вообще желательно, когда контейнер ставят, не находиться в кабине, даже по технике безопасности. Потому что чревато. Если контейнер, не дай бог рухнет, то мало не покажется никому. А находясь на улице, все-таки ты как бы определяешь безопасное место, где нужно находиться. И когда контейнер опускают, проверяешь, чтобы он встал на свои места, показываешь грузчику, работнику на автопогрузчике, все окей, и все. Ну, типа он снял, да? И когда снимает, что оторвался, все в порядке, он забирает его, тогда с тормоза снимаем и отъезжаем дальше. Едем на место, где будут грузить, становимся перед заездом, где ездит этот краба, да, так называемый, здоровый этот погрузчик контейнерный. И смотрим, когда он подвозит, потому что нужно увидеть дверь. Потому что бывает, он везет, а дверь с другой стороны, поэтому надо его пропустить, чтобы он развернулся, тогда выезжаешь дальше до линии. Он либо тебе пикнет, что все окей, на нормальном месте ты стоишь. Вот. И тогда ты тоже опять же выходишь из кабины. Здесь уже не надо ставить на тормоз, хотя можно тоже поставить на тормоз прицеп. И наблюдаешь, чтобы он его поставил на безопасном расстоянии. Как он поставил, проверил места крепления и показал ему, что все окей. Сказал спасибо.
Он отъехал, ты отъехал, проехал там специальное место, остановился и начал проверку контейнера. Контейнер должен быть достаточно чистым. Это раз. Чтобы не было дыр обязательно, потому что это морские контейнера, и если там будут дырки и груз замокнет, это будет косяк водителя. Если все в порядке, тогда делаешь фотографию сзади прицепа, это номер его и вес ставишь. Потому что эту данные надо будет отослать, вернее, эту фотографию, данные надо будет отослать в плане. Если какая-то проблема с контейнером, то едешь на специальное место там их две точки. Первая точка — это подъезжаешь и определяешь, говоришь, что типа вот такие вот дела, контейнер в плохом состоянии, bad condition, и они тогда тебе говорят подъехать на другое место там рядом. Подъезжаешь туда и становишься, ждешь. Придет человек, который проверит эти дела и зафиксирует. Если он действительно негоден, то скажут, куда ехать, его снимут и ставят там на ремонт. У них там прямо в порту ремонт происходит контейнеров. И обратно по кругу ты тогда заезжаешь сразу на место погрузки контейнера, ждешь, погрузили, опять проверяешь, если все нормально, делаешь организационные дела, бумажные, так сказать. А если ненормально, то опять по-новому. Андрей рассказал, что у него так 5 раз было, что он был вынужден 5 контейнеров, только 5-й контейнер был нормальный. Бывает, что не проверяют контейнеры водители, а потом приезжают на погрузку, а им говорят: мы не будем грузить, ваш контейнер broken. Ай-яй-яй, как так, а вот так. Там дырка, тут дырка, так что вот так не должно быть. И все, и поехал. Повторюсь, на этой работе контейнеров, насколько я понял, 2 варианта есть. Это когда вы берете контейнер в порту, едете на погрузку, грузите и возвращаетесь в порт, сдаете контейнер, берете новый. Второй вариант: вы едете на погрузку, вы берете контейнер, едете на погрузку, потом с этим контейнером вы едете на выгрузку, потом после выгрузки едете на погрузку и с загруженным контейнером возвращаетесь в порт. У меня в понедельник был вариант, что я взял контейнер и поехал в Германию его грузить. Загрузился, привез, сдал. Сейчас у меня аналогичная ситуация, но я не в Германию еду, я еду в Голландию. То есть сейчас я взял контейнер вчера и вот еду в Голландию его грузить. Сейчас мне остается 40 километров. Буду загружать контейнер. И по заданию я его везу опять обратно в порт для того, чтобы его снять и получить новый. Но вчера мне нужно было заехать в сервис, как я говорил, да, разобраться с этим АПС, 5 часов там простоял. В итоге они как бы сделали, он говорит: давай, все в порядке, я отъезжаю, опять загорелось. Но опять начали там искать причину. Другого варианта не нашли, позвонили в Кейстеркамп, проконсультироваться. Потом говорит: вам надо в Кейстеркамп. Ну окей, надо так надо. Я говорю: я сам-то не могу ехать, надо через босса звонить. Говорит: да, конечно. Я говорю: а где здесь Кейстеркамп близко? Она говорит: а мы не знаем. Ну понятно, что в Олдензал ехать. Не, ну где-то тут есть, часто встречаете Олдензал. Не Олдензал, а Кейстеркамп ремонтные базы, потому что они занимаются арендой, да, там ремонтом трейлеров. У меня же, не трейлер, у меня платформа сейчас. Но магия такая, что я выехал, потом у меня погасло все это, и вот до сих пор это не загорается. То есть получается, может быть, тут был остаточный глюк, что он показал, а может быть, еще и загорится. Надеюсь, что не загорится.
Они там проверили все, что могли, поменяли все коннектора. На моем шланге поменяли коннектор. А также, хотя у меня, по-моему, есть шланг. Зачем это можно было шланг поменять просто? Ну ладно. Их право. Сам коннектор поменяли на моем шланге и на обоих шлангах воздушных. И коннектора поменяли на платформу. Что мне показал. Но там такая фишка была. Такая, что клапан, который вот левый, если по-моему, вот сейчас у меня левая рука с этой стороны, по ходу с левой стороны, когда его отдаешь, воздух выходит, он не перекрывается. Сам клапан воздушный. Да, это и так было, но не знаю причину. Из-за этого АБС воздух-то подается постоянно. Ну хотя да, возможно, потому что система АБС работает как бы толчками. Закрывает воздух, открывает, закрывает, открывает. Как бы так. А здесь, может быть, она не закрывала, не... Хотя я даже не знаю. Потому что она-то работает. Ну да, в принципе, где она стоит? Это закрывание, открывание. Внутри двигателя, ну, со стороны тягача или в стороне прицепа. Наверное, со стороны все-таки тягача, если эта система есть в системе, да, в электронной определена. Но сам факт, что все в порядке, мы едем, нормалек, пока ничего не горит. То есть работаю как бы в оперативном режиме. Ну что нам еще, 36 километров, 37. До весов. Ну ладно, заедем мы на весы сначала. Правда, я не знаю, какая там организация, что там говорить, кому говорить. Может, они скажут потом. Надо на весы. Кто за эти весы вообще платит? Потому что весы — это платная услуга. Увидим, потом расскажу. Сейчас едем, наслаждаемся погодой. 6 градусов за бортом. Ну что, сейчас будем подъезжать, ребята. Написано, что прямо этот самый у нас уже 500 метров. Нам сейчас надо, по-моему, направо повернуть, чтобы поехать на весы. Посмотрим. Блин. Пока думал, проехал. Весы. Ёпарасоте. Как мне тут сейчас быть? Надо развернуться. Вот. Халум где-то здесь. Он говорил, проезжать надо мимо всей этой фигни. Там, где рампы. Здесь, что ли, заехать? Здесь можно заезжать? Там дальше. Там дальше, по-моему, заезд нормальный. Я так думаю. Я надеюсь, что сейчас заеду, развернусь. Да, наверное, вот здесь надо заезжать.
Фиг его знает, вообще, наверное, надо туда было заехать. Ну ладно, мы туда заехали, вот эти рампы. Надо сюда заезжать. Нам надо... Ёпарасоте, точно. Я туда заехал чуть-чуть. Вот что ты сюда полез? Не выдержал. Ну что ты меня не ведешь-то, ёпарасоте? Так. Что ты меня не ведешь? Там нельзя, ну ладно, поехали. Налево поехали. Как я там поеду? А можно поехать? Здесь нельзя, что ли? На весы. Ну ладно, поедем на весы. Так, я помню, где там заезжать. Ладно, поедем на весы сейчас. Фу, блин, жарко что-то стало. Я надеюсь, там будет поворот направо. Разрешен. Чтоб не попасть в всякую фигню. Поедем как бы фура мне навстречу. А как называется? Remember before. Нормально, на ровном месте какой-то фигней заниматься. Где-то вот там весы, блин, какая-то ферма. Ну ладно, возможно, просто первый раз подцепил этот самый для информации, может быть, я даже не знаю для чего. Что мне скажут с этими весами. Надо, не надо. Можешь удивляться. Может удивляться. Типа, зачем ты приехал, парень? Все может быть. Зачем? Как тут на весы ехать? Я что не понял. Блин, тут дорога такая, что туда не проедешь на весы. Что за... Перепроложить. О, попал, блин. Надо было с той дороги заезжать на весы и все. Сейчас тут нигде не развернешься.
где-то попытаться развернуться. Где тут развернешься? 1 kilometer, turn left on 5 below. Then turn right. Я даже не представляю, где там весы могут быть. В поле, что ли? Поехал бы я сейчас по этой узкой дороге, блин, куда-нибудь, блин, на хутор. Ладно, проедем. Давно не ездили по деревням, как говорится. 500 meters, turn left on 5 below. Then turn right. Да. Я тут, конечно, лучше бы развернулся, наверное, и вернулся бы обратно. Здесь есть возможность развернуться? Turn left on 5 Интересно. below. Then turn right. Нет, здесь поворот на мельницу какую-то. Перепроложить? Может быть тут... не поедем мы тут разворачиваться. Машина стоит. По траве придется ехать. Нам это не надо. А вот там уже близко дорога. Нормальная вроде. 1 kilometer, turn right on the other side, then 357. Такой, блин, смелый голландец. Навстречу нам ехал. Надеюсь, эти все сюда поедут. 500 meters, turn right on the other side, Похоже, эти сейчас все сюда поедут. 357. О, это другое дело. Это другой коленкор. А то там какая-то фигня, блин, несется. Ну, я надеюсь, сейчас мы приедем на весы на эти. У меня, блин, время было нормально. Я приезжал. А сейчас чуть-чуть ненормально. Then 357. Здесь по встречке фигярит. Мальчик, тебя не учили, наверное, правильно. Ну ладно. Пропустим. Не надо пропускать, конечно. Куда мы денемся? А я обратно поеду. 6.6 Что заглюканул, блин, GPS-ник. Вдруг перестал показывать какую-то ерунду. Адрес перестал показывать. Маршрут вот на эти весы вдруг. Как бы показывал, а потом выключился, типа на карту ввести. А что, дорогу на этот самый не надо давать? Просто типа точка стоит где, и точка стоит где я. Там заезд я понял. Там, по-моему, нет такого, что надо куда-то далеко там ехать. Кто знает. Через километр 300 надо повернуть направо. Где-то вот там, с правой стороны, есть весы. Хорошо, а что я им скажу? Мне нужно у вас взвеситься, ребята? Или что? Нифига непонятно. А потом еще и после выезда надо взвеситься. Непонятно, кому эти данные нужны. Или там чек какой-то выпрыгивает. А кто за это платить будет? Посмотрим. Kilometer at roundabout.
сейчас направо куда-то надо было. Через 300 метров. Поворот направо. Окей. Вернем направо. Там, походу, такой заезд был. Ну давай, ладно, вот тут направо. Куда мы там поедем? Еще раз направо. In 1.5 kilometers, turn left on the line Gardner West. Ну тут мы тут и ехали. Вот там где-то направо надо повернуть. На весы. Тут, наверное, встанешь, они обгонять не будут тебя. Вот. Сейчас направо. А где? Блин, ну точно, надо вот остановиться, и то не обгонять не будут. Странные какие. Фу, загрузились, значит так, взвесились до загрузки, загрузились и взвесились после загрузки. Все бумаги засунули, пломбу поставили и можно гнать. Ну, сейчас мы заедем в сервис за маслом. Turn left on Joey Allen. Надо заехать по дороге. Ну, если налево, то... А, этот направо, этот прямо. Можно ехать. Ну, все нормально. Я так понимаю, все, я все документы вставил, опломбировал. 300 meters. Номер пломбы, МРН, все дослал, все документы. Теперь едем. 250. Так, теперь надо будет выехать нам. 3,5 часа ехать. Я думаю, что мы доедем за один переход. Здесь у нас 30 километров в час скорость, не надо Turn right забывать. on Letterdijk, then Куда надо 360. поворачивать, вот эту большую дорогу. Сюда не надо нам. Легковым автомобилем на продажу нам не надо. Так, поправо. In 500 meters, on roundabout. Take second exit on the Letterdijk, then 357. Поехали. Кстати, у меня что, все по нулям, по-моему, да? Я обычно поднимаю эту штучку. Ну, в смысле, прицеп немножко поднимаю, сантиметра на 3, на 5. Но тут веса у нас совсем мало. Даже ось не опустилась. У прицепа. Уже надо опускать самому. At roundabout. Take second exit on the Letterdijk, then Не, она, по-моему, должна 357. автоматически опускаться. Ладно, посмотрим. Чуть-чуть проедем. Take exit on the Letterdijk, then 357. Да, она не опустилась даже. 9 тонн. In 4.7 kilometers, keep right on N393. Так, ну ладно, погнали.
Погнали, погнали, погнали. Доедем до того места, куда нам надо. Сколько там у нас получилось? 9 тонн всего лишь. Загрузка. Да, это же прицеп у него не автоматически опускается осик, я понимаю. Надо вручную опускать. Надо настроить, как обычно мы делаем, свой круизник 3.3.0. Потому что горный у меня срабатывает в ноль. Я не ставлю там у кого-то, кто там ставит. Ну, вернее, не горный, это меньше, чем показания, чтобы потормаживать. Можно, конечно, поставить, знаете как. Сейчас я поставлю в 1 меньше. Да. Может быть, это будет влиять на круиз-контроль, потому что если я ставлю круиз-контроль 85, то у меня получается, что 86 на трассе. Проверим. 56 поставил. Да, проверим. Сколько будет GPS показывать. Напоминаем, что здесь у нас получается что? Здесь у нас получается... Что-то сказать. Я смотрю по скорости. Значит, 64 показывает, 64 и, соответственно, этот показывает. Но это не факт. Надо посмотреть будет. Если будет одинаково, нет, все-таки 65 показывает, 64 спидометр показывает, 65 показывает GPS. По большому счету, вот это сейчас закончится, у меня сегодня сдадим контейнер, у меня закончится первый полноценный круг такой нормальный, когда я сдал прицеп, контейнер, принял контейнер, загрузил контейнер, сдал контейнер, принял контейнер. Вот это, я считаю, будет круг. Когда уже все пойдет на мази. Витас мне, конечно, подсказал, как здесь, но немножко он меня запутал. Он мне сказал, что надо куда-то там приезжаешь, зачем-то куда-то идти, где-то там, как он говорит, налево, потом еще налево. Ну, зачем налево? Еще налево, потом направо. Налево заехал, это рампа, здесь и встал. Пошел в ресепшн, оформился, сказали номер рампы, подъехал на рампу. Потом, когда загрузили, идешь не в этот ресепшн, а идешь туда, в конец здания, там другой ресепшн, поднимаешься, ну, направо поворачиваешь и заходишь там наверх, на второй этаж. И там бумаги дают. Мне надо по телефону звонить, телефон занят. Я помню, он это сказал, на второй этаж. А я сначала что-то забыл, что надо upstairs, second floor. Вот, и звоню, все время занят. Потом смотрю, лестница есть. Вспомнил, что лестница, по лестнице надо подняться. Чудак такой: это ты звонил там? Я говорю, да. Там телефон, трубку надо было положить. Я говорю, хорошо, понял. Смотрит на меня, ну ведь надо положить. А он до этого спрашивает меня референс номер, я ищу в телефоне референс номер. Я же все листики типа отдал этому, когда на загрузку шел. Блин, начинаю, я говорю, а что тебе надо? Референс номер или трубку положи? Сейчас дам тебе референс номер, пойду положу трубку. Я говорю, я ее не поднимал, там по громко вас там занято, что я толку поднимать. Ну, говорит, там надо просто нажать на кнопочку. Я говорю, да я понимаю на кнопочку нажать. Просто когда я уходил, она не пикала. Когда я поднялся, она начала пикать. Он говорит, ну ясно, магия. Я говорю, ну да. Вот. Такова вот вещь. Сейчас надо будет точно где-нибудь остановиться и посмотреть, что там суть.
Надо все-таки елу опустить. Я привык, что с 3 осями кататься. Эти, блин, ну, на прицепе. Она и лучше в поворот заходит. Поэтому я говорю, я сейчас вот выезжал, там нормальный поворот, и смотрю, у меня, блин, пошел немножко нехорошо. Не маневренно пошел прицеп. Но я всегда смотрю это в зеркало вправо, если там какие-то деревья, столбы. А то у меня уже был момент один, я рассказывал, когда поехал мне навстречу, пришлось взять влево, и я, блин, задел светофор, по-моему, козырек в Германии. Ну, не знаю, там еще автобусник там со своими вестибонами был, блин, короче, такая обстановка была нервная. Ну, блин, короче, я думал, ну, если они там нафотографируют, то нафотографируют. Мне негде там было останавливаться. Поэтому, сори, блин. Ехал, ждал, может, придет какая фотография, но ничего не пришло. Там даже встать негде было. Если бы там встал, пошел бы разбираться, там была бы пробка, блин, на весь город. Ну, как есть, так есть. Надо вообще, в принципе, конечно, останавливаться, но это если есть возможность. Автобусник, этот дурак. Начал что-то меня фотографировать. Что фотографируешь? Я говорю, ты отъедь, я проеду, фотографирует меня. А потом еще там скорая помощь, блин, ехала. Такой, блин, может, он боялся, что его, блин, там накажут. Что типа отмазка, вот я тут стою. Он не может проехать. Ну, фиг его знает. Кстати, вчера, по-моему, или когда я там говорил про ослов и шаков, да, их разводят. Нет, ребята, я что-то, блин, перепутал. Пони разводят. Пони очень хорошо, как оказывается, борются с волками. Они охраняют овец и, блин, своими копытами фигачат волков, если что. Ну, не только волков, может, диких собак, всю эту банду. Это Витек где-то в интернете прочитал, потому что реально в Голландии очень много разводят пони. И такие классные пони, типа, знаете, вот есть лошади, а есть монгольские лошади, да, помните, там, когда иго, да, монголо-татарское, если оно было, конечно. Надо сказать, что монголы на низких лошадях. Тут такие пони вот низкорослые. Ну, ребята, пока магическое это самое, все работает у меня с этим. АБС, ЕБС, вся эта фигня. Эрику написал, что еду в сервис. Ну, возьму масло, это будет заключительная фаза вообще, блин, подготовительных работ машины к работе. Это, конечно, не есть гуд, когда коллега говорит, все в порядке, заправил, там, то есть все 5-10. Потому что все-таки надо было ему сказать про масло. Оно не выскакивало, не выскакивало. Я же не ездил. Заводил вроде нормальный уровень. А вот когда, блин, утром стартовать, вечером, вернее, я решил проверить, блин. Вернее, целый день не заводил двигатель, завел, хоп, и у меня выскочил уровень масла. Что не есть гуд. Конечно, это мой косяк, надо было полностью проверять, а не доверять. И то же самое, по-моему, с этим шлангом воздушным. Наверняка он ездил без АБС. У него он всегда, наверное, блин, выходил из строя. Ну, просто тут многие, я так заметил, они вообще не пользуются. Не то, что я заметил, вот сейчас мне коллега, друг звонит, говорит, у него, говорит, вообще все время пикает. Говорит, я езжу без адаптивного. Я говорю, ну зачем это надо это? Но если у вас там по расходу ничего, и тебе самому это приятно, что там горит АБС, ЕБС, а выйдешь ты на скользкую дорогу, не дай бог. Это не есть гуд. Я знаю, что некоторые отключают вообще этот электрический кабель. Но по сути, в принципе, там должна быть электрика, я думаю, что условно. Тут оказалось, видите, возможно, действительно в коннекторах воздушного кабеля, особенно правого, именно правый там. Его снимаешь, а воздух выходит, не закрывается воздух клапан. Фиг его знает. Он так тоже мне объяснял, что не закрывается.
на каналах такие гнезда сделаны. Для кого? Для выдры, что ли? А, может быть, эти птицы там живут. Гнезда такие интересные. Не утки, а такие нырки типа. Вообще Голландия интересная. Летом вообще будет замечательно смотреть, рассматривать вообще все пейзажи, все это. Все эти дела. Так, сколько там нам до паркинга? 26 километров. Доеду какого-нибудь. Остановлюсь. Что-то такое самочувствие не совсем хорошее после этого сала. Фу. Что-то я вчера как-то, рубанул-то конкретно. С белым хлебом еще. Даже не с хлебом, а с булками, да, этими. Так нельзя, надо беречь себя. У меня еще, планы на жизнь, лет на 20 минимум. Куда пойдешь? Направо? Не, прямо идет. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все, уехай, что это было такое? Резвость. Резвость есть, ума не надо. Вообще нормально такое место, мне понравилось. Очень спокойно. Да вообще в Голландии на все настолько спокойно, Наверное, даже спокойнее, чем, везде. Может быть, еще в Дании еще спокойнее, в Швеции. Хотя, там в одном месте, я помню, там выстебывались шведы. Такие деловые, были. Ну, неплохо, но деловые такие. Изначально, потом все нормально было. В принципе, где я из стран грузился, помимо того, что я всегда говорил, еще в Латвии, в Литве. А в Литве вообще так один раз грузился на натовской базе. Вот там нас так много было, я там рассказывал, когда я был на Ника-2. Я там переводчиком работал. Но мне, конечно, поразил хозяин Ника-2, когда у меня решил высчитал, вернее, за тент. Знаете, вот эта палка, которая натягивает тенты, он ее с меня высчитал, за то, что она там типа отломилась снизу. Зашибись вообще. Я ему говорю, может быть, что из-за замки высчитаешь, за ремни, что там где-то порвано, надорвано. Говорю, что это за фигня такая? Начиналось это так хорошо, но потом со временем понимал, что очень скупой человек и очень такой, знаете, вот есть люди, которые тихо натягивают, понемножку. И, я не буду там говорить, но если коротко сказать, собирает мнение о тебе у других драйверов. И наоборот, у меня от других, понимаете? Это ненормально для взрослого человека, Хотя вроде нормальный человек, как это сказать, образованный, что меня в принципе и радовало. Что очень образованный. Конечно, надо заходить во второй поворот, наверное. Когда вот такие вот эти штуки лучше всего. Потому что, одно дело, когда пустой, другое дело, когда ты груженный. С этими бордюрчиками. Хорошо, что не острые камни. И не высокие. Это вот радует. Как во Франции. Вот, такие высокие бордюры. Хотя я, вы знаете, во Франции ни одного бордюра не задел. А видел, как задевают опытные дальнобойщики. Опытные. Поэтому я еще раз говорю, что все-таки мне очень сильно троллейбусная практика, опыт дал. Конечно, если бы я без троллейбуса начал, мне было бы тяжелее габаритом привыкать. Ну не то, что совсем тяжело, нет, просто не так быстро я привык.
Так, мне понравилось Евгений, когда мы ездили на трейлере, такой обучал меня, потом в конце говорит, ну да, говорит, ездить тебя научили. Как будто я тут такой. Ну, я, в принципе, говорил, что я совсем мало в этой работе. Я говорю, ну ты даешь, конечно, научили. Почему нет? Вот видите, как вот сейчас тяжело входить. Вроде поворот спокойный, нормальный. Блин. Ну вот надо третью ось опустить все-таки сейчас будет. Пофиг, что там мало груза, это автоматически не опускается. Из кабины тоже. Там, по-моему, надо ручку. Пойдем, встанем на паркинг, тогда все сделаем. Так, нам вправо, по-моему, не надо. Нам вот сюда. Вот как чувствуется, что ветер дует. Реально. Ладненько, ребята, гоним сервис, нам 34 километра. Что, подъезжаю я наконец-то к порту, елки-палки, 6 часов, почти 5 часов ехал. Ну это вообще ужас. В такую пробку попал, это... Блин, мама, не горюй. Мертвую, так скажем. Реально мертвую. 7 километров 1,5 часа. Офигеть можно. Ужас. Невезуха, так скажем. Сейчас уже заезжать будем в порт. Да. А там вот прямо, там где я брал трейлера. Да, блин. Надо пораньше приезжать, чем в 8 утра, если даже на 8 назначено, то надо приезжать пораньше, чтобы на весы, кстати, 8 уже быть там, на этом месте. Все, вот уже сейчас заезжаем в эти ворота. Зеленый свет горит. Заездные, так скажем. Тут там несется на выезд, что ли, несется? Нет, внутри, слава богу. Думаю, там есть. О, A2B стоит, коллега. Рядом с ним станем. Хотя можно вон туда поехать, стоять дальше. Или там занято? Нет, свободно. О. Перепроложить? Ну, все уже, мы приехали, не надо перепрокладывать ничего, друзья мои. Перепроложить? Все, приехали. Пойдем отмечаться. Ну что-то вот пикает. Что? Что не нравится? Так, оденем кофточку. Ключики, телефон и
Ну, с ухищрением. Ну что ж, можно уже почти подводить итоги сегодняшнего дня. Надо только еще масло залить, приехать, взять. Вот что надо сделать. Если что-то будет светло. Ну и будет так возможность. Что хочу сказать. Круг как бы замкнулся, да. То есть я вчера сдал прицеп, контейнер. Взял контейнер, сдал полный, взял пустой. Поехал его, загрузил сегодня, привез в порт, сдал и взял новый контейнер. И сейчас еду на погрузку каких-то, ребята, орехов. То есть цикл закрылся. Теперь я как бы все это сделал. Осталась только одна операция, которая, ну, пока мне не светит, потому что сейчас опять завтрашний контейнер мне нужно будет везти в порт. То есть нет операции выгрузки. Как бы, ребята, вот так. Ну, я рад. Единственное, выбила из колеи пробка. Блин, 17 километров 2 часа. Это, конечно, это пипец. Просто это. Ух. Сейчас бы я опять уже отдыхал. Потому что Витас уже отдыхает. Он тоже поехал за 150 километров, и завтра с 8 у него погрузка. У меня завтра с 8 до 10 погрузка. Так что вот так. А теперь 144 километра, 2 часа хода, ну, примерно, да? Не знаю я, честно говоря. Я буду смотреть паркинги так, до последнего. Если не будет паркинга, то я пойду на место погрузки. Надеюсь, я там найду припарковаться. Как бы часик у меня есть, если не будет всяких разных пробок и эксцессов. Вот сейчас смотрим паркинг, места. Есть вот тут 2 места, там одно место, там еще одно место. Как бы и вот здесь, по-моему, место, или это клумба? Не, еще место есть. То есть места есть, все в порядке. Ну, время 6 часов. Ну, Голландия это не хотел сказать, не Америка. Это не Германия. Сейчас пойдем с 19 на 14, по-моему. Не, на 59-ю, что ли? 59-ю. Через этот виадук, по-моему. Не, через виадук. Вот сейчас пойдем туда. Ну да, на виадук. И уйдем налево. Вот. Что хотел сказать. Начал говорить и забыл. Ну а так, в принципе, все окейно, ребята. Все спокойно. Главное, ну вот мне не нравится, когда мне выбивают из колеи. Я уже думал, сейчас опять напишут, что случилось, ты где. Ну нет такого. Было бы у меня время как бы фиксированное, да, там, я бы, конечно, бы написал, что джем, трафик джем. А так нету времени. Единственное, надо было, что сегодня уходит пару вечера. Что написано было Departing Times Date. Departing Date был как бы написано сегодня. Что-то это вот начал говорить. Когда говорю, что-то вспоминаю, хочется сказать, но думаю, отложу, чтобы не сбивать мысль. Бам-б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 ам. Что-то с паркингом, ладно. Вспомню, расскажу. А сейчас едем 140 километров.
left. Перепроложить? In 302, turn left. Вечер завершился, день завершился, вернее. 22 километра до погрузки. Стал вот здесь. Паркинг такой, по-моему, без туалета. Но машин много стоит. Было место, я сюда встал. Не было бы, поехал бы дальше. Ну, просто было место, вот так встал сбоку. Тут очень много машин, в принципе, стоит. Одна линия, вторая линия, там третья линия. Там больше всяких линий. 3-4 линии, да. Ну, как есть, так есть. Недалеко от дороги. Там вот какой-то бензозаправка какая-то. Ремонтируется, по-моему. Заправка, вернее. Ну, это трасса, которая идет ко мне туда, куда мне надо, так скажем. Ой. Устал я немножко. Я говорю, в этой пробке, который стоял, я так спать захотел, что не выдержал, поехал. Но мне там времени не хватало до порта доехать. Там хорошо, что я поехал, потому что у меня оставалось там 32 минуты, а надо было ехать 39 минут, если пробок не было. Короче, поехал я и поспал 15 минут, так себя привел в порядок. Все равно не успевал бы. Если бы успевал бы, не поехал бы отдыхать, так скажем. 30 минут отдохнул, из них 15 минут поспал. Ну что, среда закончилась, завтра четверг, а потом пятница. Все в порядке, как говорю, круг сделал. Сейчас буду разбираться с видео, что там делать, что не делать. Поем, поужинаю, лягу спать. Высплюсь сегодня. Мне не надо там, мне можно начинать работать там после 7, в начале 8. То есть не надо там рано вставать, там. То есть до 6 я смело могу отдыхать. Буду видео делать и кинчик смотреть. Ну ладно, все в порядке. Я вот как раз тогда хотел сказать как раз про то, что разморило меня в пробке, удивительно. Ну, что-то как-то еще живот у меня вот после вчерашнего сала, больше не буду сало кушать. Так много, кстати, к слову. Сало-то я буду кушать, но так много не буду. Ну ладно, ребят, на этом буду заканчивать. Всем добра, всем удачи, берегите себя, своих родных и близких. И все будет, ребята. Чики-пуки. Пока.